Через него протягивали колючую проволоку. Разделяли стеной на 30 лет. Здесь был Третий рейх. Позже здесь же, напротив парламента, построили самый впечатляющий памятник жертвам Холокоста. Этот город был и снова стал центром культурной жизни Европы. Третья по величине экономика мира – Германия, Берлин. И это страна номер 1 в новостях о протестах зимы 2024. Фермеры блокируют дороги, им сократили субсидии. По всей Германии отменено около 80% поездов. Профсоюз добивается повышения зарплат. Следом бастуют все аэропорты. Вижу вас, ненавижу! Чего нас отсюда выгоняет? Здесь ребенок знает, что он может выражать свое мнение. Германия сегодня – пример того, как общество может жить с важнейшей европейской ценностью – с правом на протест. Это Бранденбургские ворота. Главная архитектурная достопримечательность Берлина – символ воссоединения Германии. 17:00. По расписанию акция памяти жертвам землетрясения в Турции. Демонстрация курдов. А легко ли было получить разрешение, чтобы протестовать у Бранденбургских ворот? Да, очень просто. У нас там в Курдистане нет такой демократии, поэтому мы привлекаем внимание властей здесь. 18:00. Свечи гаснут, плакаты разворачивают противники несправедливого заточения политзаключенного в Америке. В день по городу проходят в среднем 20 подобных демонстраций. Ja, ich bin Max und wir sind hier heute wegen Leonard Peltier, der sitzt seit 9 Мы против политического заключения. Мы хотим сказать, что он не забыт. Никто не забыт. Сегодня безвинно заключен этот человек. Завтра может оказаться кто-то другой. Мы против такого. Очередь из протестующих у ворот – это повседневность для жителей Берлина. Say hello to some people. Yeah. Okay. You can just come and follow me. Это Лина, гражданка Германии. В это субботнее утро она приехала в Берлин из Лейпцига специально на демонстрацию. На Потсдамской площади собираются активисты общественного экодвижения «Последнее поколение». Мы сегодня собрались здесь, климатические активисты. АфД ставит нам новые задачи. Так, 3 февраля в городе начинается массовый протест против ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Полиция обеспечивает путь демонстрации. Du sollst nicht auf Demos gehen, du bist
des Kanzlers, du das vergessen? Den Protest, den können wir übernehmen und du kannst den Antrag aufsetzen. Denn mit Verbotenen kann man nicht koalieren, Verbotene können auch nicht regieren. С прилегающих улиц подходят разные партии и объединения граждан. Протестующие идут на Рейхстаг. Demokratie macht uns ein Angebot. AfD, Parteiverbot. Die internationale Solidarität. Mensch. Но все происходящее очень похоже на праздник. Примерно 150 тысяч человек собираются здесь перед парламентом. Люди приехали со всей Германии. Партия АфД набирает силу. Они против ислама, миграции, хотят выслать беженцев, закрыть границы для иммигрантов и оставить только немцев. Это тревожит общество. Мы все против фашизма. Это демонстрация рука за руку против ультраправой партии. За нами вы видите парламент, и мы сделали длинную цепь вокруг, чтобы защитить парламент от этой партии, которая пытается там утвердиться. И это наша цепь, способ сказать, что мы против, мы не согласны. За права человека и демократические права. Все эти люди выступают таким образом. За справедливость и за любовь. Лина уверена, правительству придется обратить внимание на эту цепь и считаться с мнением людей. И посмотрите, как вообще проходит массовый протест на острую тему. Горячая выпечка, горячие напитки. Никакого ощущения агрессии или опасности. Ganz Berlin gegen den Faschismus! Ganz Berlin gegen den Faschismus! Это еще и моя ответственность как гражданина демократической страны. Каждую субботу есть демонстрация. И когда я провожу выходной день не просто в кафе с друзьями, а с друзьями на демонстрации, это, мне кажется, более сильный и важный способ провести выходной. Право немцев на протест заложено еще в Конституции XIX века. Закреплено в 8 статье основного закона ФРГ о свободе собраний. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, без предварительного уведомления или разрешения и выражать свое мнение свободно. Бывает в Германии и вот так. Итак, меня зовут Лина, я живу в Лейпциге. Мы живем в настоящей западной демократии. Это действительно привилегированный образ жизни, как будто у меня есть все. Но я изучала экологию и много путешествовала. Как-то в Камбодже я плыла от одного острова к другому, и вдруг мимо меня проплыла бутылка. Я схватила ее. Пластик в океане – это неправильно. А потом я приплыла на пляж, и он был завален пластиком. Из Германии и всей Европы. И я задала себе вопрос, как мы можем жить в гармонии и мире. Меня это очень разозлило. Я не раз приклеивалась к дороге. Я срывала выступления на больших мероприятиях. Начала противостоять политикам. Это очень беззащитно приклеивать себя к дороге. Мы мирные люди, мы протестуем так, чтобы люди задумались.
Лина – участница самого радикального движения экоактивистов в современной Европе. Последнее поколение обливает знаменитые картины Кюре, фонтаны и дорогие яхты, останавливает работу нефтепроводов. Фирменный способ привлечь внимание властей к проблемам глобального потепления – это приклеивание себя к дороге суперклеем. Вообще у нас есть много разных способов протестовать. Это абсолютно нормально для гражданина. Сделать плакат, выйти и сказать «я не согласен». Это свобода слова. Мы же находимся в состоянии климатической катастрофы, как будто мир все время горит, затоплен. Нам нужно это изменить радикально, срочно. Разве это не радикально то, как правительство не делает все возможное, не защищают молодые поколения? Поэтому мы видим себя в роли пожарной сигнализации, которая не очень приятна своими акциями, но она нужна. Мы нарушаем будничный процесс. Это создает дискуссию, национальную дискуссию о легитимности, о ситуации, в которой мы сейчас находимся. За красочную атаку на Бранденбургские ворота Берлин требует от последнего поколения 142 тысячи евро. За перекрытие улиц и угрозу здоровья людей в машине скорой помощи, тюремное заключение, штрафы. Вандализм имеет последствия в рамках закона. Многие немецкие политики и граждане считают именно это движение угрозой общественного порядка. Однако канцлер Германии Олаф Шольц призывает экоактивистов к диалогу с властями и поддержке действующих инициатив. Последнее поколение в Германии терпят, но не запрещают. Вот тут у нас видно Рейхстаг. Точно, Рейхстаг. Это 5-й этаж здания полиции Берлина и вид на Рейхстаг. Добро пожаловать в ведомство по демонстрациям. Здесь обрабатываются заявки на проведение собраний горожан. Все документы о демонстрациях мы подшиваем вот в такие папки. Это папка заявок на проведение митингов и демонстраций в Берлине за 3 месяца 2020 года. Это же не за весь год. It's too heavy. Really? Это наш имейл. Сюда поступают заявки. По закону мы обязаны публиковать расписание демонстраций. Вы можете зайти на страницу полиции Берлина и увидеть, какие собрания где проходят в этот день, чтобы, например, принять в них участие. Получать разрешение на митинг в Берлине не требуется. Но если он задуман на улице, необходимо уведомить полицию за 48 часов через интернет-портал, заполнив один онлайн-формуляр. А сколько утром может быть таких писем? Нельзя сказать, что в понедельник поступает 15 сообщений, а во вторник 30. Я бы сказал, что это продолжается бесконечно, круглосуточно. Например, последняя запись уже указана для 2027 года. Безопасность протеста защищается законом. Отдел демонстрации всего лишь оценивает каждую заявку. Есть ли угроза, необходимы ли ограничения, проверяется место, количество участников и определяется количество сотрудников. Вы в своей жизни, как гражданин, просто горожанин, ходили на протесты?
Я сам бывал на демонстрациях по проблемам окружающей среды, не в форме, а как частное лицо. Демонстрация, конечно, носила мирный характер. У нас право на демонстрацию – фундаментальное право каждого. Полиция Берлина гарантирует свободу таких собраний и использует для этого концепцию постепенного развертывания. Эта концепция основана на оценке прочно укоренившейся оперативной философии, благоприятная для собраний, на правовой базе, прецедентном праве. Еще есть коммуникационная концепция открытого общения и сотрудничества с протестующими. Задача всей нашей работы — свести к минимуму возможный конфликт. Ключевое понятие всей их системы протестов – мирный. И вот здесь самое интересное. В Германии понимают, организатор не может гарантировать, что мероприятие пройдет мирно. Полиция защищает протестующих, даже в таком случае. Как и все сопротивление, мы не информируем полицию, потому что мы не просто идем куда-то с табличкой, мы нарушаем повседневную жизнь людей. Обычно мы приклеиваемся к дороге еще до того, как полиция приедет. А когда мы уже приклеены, им нельзя причинять нам вред. А этот клей на самом деле очень-очень крепкий, невозможно оторвать. Поэтому они смотрят на нас с досады, что вот уже приклеены. Потом берут масло или иное средство, кисточку, и оттирают нам руки от асфальта. И обычно это все происходит очень спокойно, очень мирно. Полиция действительно защищает нас, приклеенных людей, от прохожих, которые бывают очень злятся. Du erreichst genau das Gegenteil damit. Alle hassen euch, alle finden euch scheiße. Jeder findet euch scheiße. Если они заранее вот пришлют, что завтра мы собираемся себя приклеить на Фридрихштрассе, им дадут такое разрешение? Нет, приклеивание не будет подтверждено. Это нарушение правил дорожного движения. Разгонять демонстрацию без реальной угрозы тоже нельзя. В принципе, каждый полицейский при исполнении оснащен и огнестрельным оружием, дубинкой, а также баллончиком для самозащиты. Но полиция вмешивается только в том случае, если во время собрания совершаются уголовные преступления. Таким образом, демонстранты гарантируют спокойствие, а полиция — защиту. А еще в Германии и за Россию можно митинговать. Темы протестов разнообразны как мир. Вас информируют или у вас запрашивают разрешение на протест? Уведомление о собрании не означает, что оно может быть проведено автоматически. Запреты у нас тоже бывают. В случае отказа мы составляем письмо с аргументированным ответом организатору. Например, это был запрос о собрании в канун Нового года. Был запрещен из-за наличия угрозы общественной безопасности. И в ответном письме содержатся подробные причины запрета. Ссылки на сопоставимые ситуации, все очень подробно описывается. Лицо, подавшее заявку, получает 22 страницы ответа с отказом. Будучи сотрудником бюро, вы иногда можете потратить 2-3 дня на такое письмо, чтобы убедиться, что в нем есть все необходимые элементы. Проверяет и юридический отдел, потому что человек имеет право подать на нас в суд. Так что с точки зрения времени гораздо проще подтвердить, чем отменить. Natürlich. Also bei der Bestätigung ist nicht so viel Arbeit enthalten wie zum Beispiel bei einem Verbot. Das ist ganz klar. Я был школьником, когда впервые прочитал в газете про антиатомный протест.
Гамбург тогда тоже был центром антиядерного движения. Здесь были самые крупные полицейские операции в Германии. В Гамбурге случился и знаменитый гамбургский котел. Полиция тогда окружила на улице 900 человек на антиядерной демонстрации и держала их очень долгое время. Это гамбургское окружение привело к судебным разбирательствам, и полицию тогда осудили за то, что она не имела права так поступать, не имела права задерживать людей так долго, да еще и без туалетов и еды. Это тоже повлияло на отношения между гражданами и государством. Наш спутник Армин Симон из антиядерной общественной организации, активист, он расскажет, чего могут добиться граждане с сильным правом на протест. В Германии возмущение против использования ядерных технологий в энергетике началось еще в начале 1970-х. Антиатомное движение развивалось здесь по законам цепной реакции. Правительство хотело тогда построить много атомных электростанций сразу. Вызвало взрывные дебаты, масштабное народное волнение на полвека вперед. Im April 2010 24 апреля 2010 года мы придумали и организовали самую большую человеческую цепь, которую когда-либо видели в Германии. 120-километровая антиядерная демонстрация протянулась от станции Брунсбютель вдоль Эльбы, вот этой Брокдорф, через весь Гамбург, до АЭС Крюмель, дальше. В случае с человеческой цепью все зависит от каждого. Мы не были уверены, что это получится. Но в тот день я приехал, сел в офисе в Гамбурге, и отовсюду посыпались сообщения. Вот цепочка, стали и здесь. Ровно в 12:00 все взялись за руки, и мы действительно смогли сформировать 120-километровую человеческую цепь. И в ней участвовало много людей. Они протестовали здесь много лет. Немного раньше, в 1986 году, здесь, в Брокдорфе, случилась еще одна знаковая в истории немецких протестов демонстрация. Когда только собирались строить эту атомную электростанцию, испуганные Чернобылем люди съехали сюда со всей Германии. Сотни тысяч. Водометы, слезоточивый газ, более 150 раненых. Тогда правительство еще пыталось предотвращать протесты вот так. Это была настоящая битва. Дело дошло до самого высокого суда. И было вынесено несколько решений, которые укрепили право на демонстрации в Германии, что это фундаментальное право граждан, и полиция обязана защищать демонстрацию. 31 декабря 2021 года эта электростанция была остановлена. В прошлом году 3 последние были закрыты, и Германия осталась без атомных электростанций. Сила протеста исходила от многих людей, которые участвовали в нем на протяжении десятилетий. Ausgestrahlt лишь сделал этот протест заметным. Конечно, я был счастлив, когда мы это смогли, достичь успеха. Я боролся за это 25 лет, полжизни своей. Сейчас станция Брокдорф используется для подачи электроэнергии с ветровых установок, а активисты дальше борются за будущее, основанное на устойчивой и экологически чистой энергетике. Да вы просто играете на протестах. Шарики, фрисби.
Это же для протеста или... Да, но это, конечно, просто забава. Мы просто хотим, чтобы улыбающееся солнце было везде. Знакомьтесь, это Никита, программист родом из Екатеринбурга, но уже 7 лет он живет в Берлине. Насколько ты стал германцем, немцем, берлинцем? Я пока сюда шел, я наругался на мужика за то, что он за своей собакой не прибрал. Так что определенный момент интеграции тут уже присутствует. И как это вот реально жить в стране, в городе, в котором просто календарь протестов и митингов превышает возможности 7-дневной недели? То есть как это жить с таким правом? И смотря какой протест, опять же, и что перекрывают. Чаще всего ты знаешь о планирующихся забастовках, если только это не последнее поколение, приклеивающееся абсолютно спонтанно. И можешь как бы к этому подготовиться и проработать какие-то запасные варианты. Есть машинисты, которые не состоят в профсоюзе и в забастовке не участвуют. То есть поезда продолжают ходить, но с гораздо порезанным интервалом. А в целом, вот смотри, ты же все-таки из России. Ты ходил на протесты в России? Да. В Берлине уже ходил на какие-нибудь митинги, протесты? Против коронавирусных мер. Тебе больше модель-то какая нравится? Немецкая больше нравится. Хотя бы потому, что она приводит к каким-то результатам. Потому что в России эта процедура, господи, написать, получить разрешение, пойти протестовать. То есть там разрешительное право. А здесь ты просто уведомляешь, что вот там-то и там-то будем протестовать. Тебе не требуется согласия. Это я считаю фундаментальное равенство обоих систем. Фундаментальное право на свободу собраний защищает мнение меньшинства в противовес мнению большинства. Это является максимой для всех властей в этой стране. И право на протест не может быть поставлено под сомнение. Антиатомный протест многих тысяч человек в Германии стал решающим фактором, который привел к отказу от ядерной энергетики. Мы заставили политиков принять такое решение. В результате в Германии был принят закон, способствующий развитию возобновляемых источников энергии. Я бы сказала, что протест или справедливость всегда стоят того. И даже если вы не видите прямой реакции правительства, иногда требуется много времени. Поэтому мы будем протестовать до тех пор, пока что-то не изменится. We are not going away anymore. We will be there and we will protest until something is changing. В Германии вы можете не бояться, что вас изобьет полиция, если вы придете на обычную демонстрацию или нарисуете антивоенный лозунг на стене. Таким может быть право на протест, как искусство жить обществом свободных граждан. Пример Берлина, которым нам очень захотелось поделиться.